что он хочет сказать вам прямо сейчас. Общий расклад Таро на отношения загаданного человека к вам. Приветствую всем, друзья. С вами на связи Таро Алехандро. Мира вам и вашему миру. Друзья, сегодня погадаем. Представьте себе, что с вами прямо вот сейчас хочет поговорить какой-то человек, да, мужчина, например, да. И вот что он хочет вам сказать в эту минуту, да. Представьте себе, что его разрывает, да, и он хочет выйти на откровенный разговор со своей душой по отношению к вам. Вот что он хотел бы вам сказать, о чем, да. Ну вот мы посмотрим больше его мысли, чувства в плане самых актуальных для него проблем личных, да, проблем может быть с вами, может быть с кем-то, да, то есть вы посмотрите как бы в комплексе вопрос о внутреннем мире вашего партнера, да, через его подсознательное и через пространство вариантов. Настраивайтесь на себя, на своего мужчину, на свою женщину, и мы будем смотреть, о чем думает сейчас, именно о чем думает партнер, да, и что бы он хотел сказать вам по этому поводу. Давайте посмотрим. Итак, смотрите. Первая его мысль, вот которая на номер один, да, и она уже его и беспокоит больше всего. Давайте все-таки, вот эту карту все-таки вот так. Итак, первая его мысль, она о женщине, которая далеко от него. Но эта женщина ему дорога. То есть она для него чистая, она для него непорочная, эта женщина. Он может быть, сейчас могут быть между ним и этой женщиной проблемы, да, точнее дистанции, но эта дистанция не есть проблемой, да, вот понимаете, да, даже если дистанция есть с этой женщиной, то это не есть для него проблема. То есть, по сути, у него на первом месте женщина, которая сейчас не рядом с ним. Вот так вот она выглядит. И у него все еще в голове надежда по поводу, скорее всего, этой женщины. Но хорошо и неплохо, в принципе, для женщин, которые пришли погадать на мужчину, который не рядом, да. Хорошо. А мужчины можете написать в комментарии, у вас сейчас в голове женщина или нет. Или у вас может быть там последняя модель какого-нибудь, Porsche, например. Второе, у него в голове ребенок, мысли о ребенке, и могут быть мысли, которые связаны не только о ребенке, а с какими-то моментами, неожиданными моментами в его судьбе, да, то есть может быть даже и женщина появилась неожиданно, да, и с этой женщиной его разделяет дистанция, да, такое тоже может быть, но и о ребенке он тоже думает. Дальше давайте смотреть, что еще у него. Знаете, у него в голове ясность, то есть он к чему-то приходит прямо сейчас, да, то есть он начинает что-то понимать, осознавать, в чем-то начинает разбираться, да, и он хочет разобраться. И он бы хотел, чтобы, может быть, была меньшая дистанция, чтобы было больше, может быть, где-то доверия, да, к нему. Может быть, он хотел бы, чтобы с детьми было все хорошо, да, то есть он как бы надеется, как минимум на лучшее, и надеется на это как вот ребенок, да, то есть у него есть чистая надежда, да, вот смотрите, здесь комбинация чистой надежды, непорочной надежды, да, как ребенок, как звезда, да, так и солнце, тут все чисто, то есть у него как бы, знаете, вот как бы ему не было плохо, как бы ему не было тяжело, у него в голове чистота пока что, да, давайте еще два аспекта посмотрим, нифига себе вам чистый партнер, да, попался. Если речь идет о женщине, мужчине, да, смотрите, женщина не считает себя виновной в ситуации в этой. Ну и вы, женщина, если смотрите, можете себя не винить, да, тут вот как бы о безвинности какой-то женщины. Окей. Дальше идем смотреть, что еще, какая мысль, что его беспокоит. Его беспокоит, да, вот видите, все-таки дистанция некая есть, его беспокоит поездка, его беспокоит общение, его беспокоит коммуникации, да. Он представляет себе, как он поедет куда-то, вернется, может быть, домой, может быть, поедет, наоборот, в кому-то там в гости, как он наладит связь, да. То есть у него вот на 4-м месте это уже движение, передвижение и коммуникация. То есть смотрите, у него на 1-м месте как минимум женщина, чистота, ребенок, ясность, да. И потом только вот, допустим, уже на 4-м месте автомобиль, да, и как к нему добраться, да. Как-то так, да. Но это если он мечтает о покупке автомобиля, например, я не знаю, может он хочет себе там самолет купить или еще что-нибудь. Ну и последнее. И действительно у него в голове есть проблема, которую он действительно хочет решить, да, то есть
И он уже, знаете, и то, что я говорю, он уже понимает, как это сделать. Он догадывается, ключ уже в голове. То есть он, наверное, нашел способ решения. Смотрите, какая прекрасная комбинация сегодня. Мы не будем сегодня затягивать. Давайте посмотрим вот уточняющие карты. Что он думает о женщине сейчас? Вот все-таки о звезде, да? Давайте посмотрим. Давайте несколько вопросов зададим. Первый вопрос. Кто эта женщина для него? Кто вот эта вот звезда для этого человека, да? Для мужчины, давайте так скажем. Ну или что есть для женщины, это чистота, да? Можете вот так тоже посмотреть. Кто эта женщина для него? Ну, он на эту женщину делает ставку. Она для него воспринимается как родственница. Она для него дорога, и он хочет, знаете, вот это тот случай, когда партнер хочет вкладываться в эти отношения материально. Ну, не обязательно там это что-то покупать, просто вот он хочет быть архитектором материального мира с этим человеком, да, с партнером. То есть она, если речь идет о женщине, он ее воспринимает как надежного партнера или как человека, с которым можно пройти по жизни достаточно долго. Хорошие комбинации карт, не проблемные, да. Хорошо, давайте еще. Какое вот я хочу... То есть она для него перспективный партнер, эта женщина. Хорошо. Давайте посмотрим. Мешает ли что-то этой перспективе, по мнению мужчины? Да, вот мешает ли что-то этой перспективе? Или что мешает вам быть рука об руку, да, вот так. Да ничто вам не мешает. Вам единственное, что может мешать, это терпение. То есть будет терпение, будет все хорошо. Будете воспринимать испытания, да, какие-то судьбоносные испытания, любые, да, или подарки судьбы, хорошие, плохие, как перемены к лучшему, будет все классно. Здесь идет 12 вот сейчас, да, то есть что может мешать? Время. Время, опять-таки, повешенное это испытания, да, те же самые, видите, как оно даже математически выпадает. И, знаете, вам мешает позитивное настроение. Именно вам просто надо настраиваться на какой-то позитив, и тогда с этим партнером или с каким-либо другим, любым другим вы найдете перемены к лучшему. По сути, вам просто нужно стойко переносить испытания судьбы, вот карму отрабатывать, и все, у вас все будет хорошо получаться, да, вот здесь, в этой ситуации так. Ну и давайте посмотрим, считает ли, что вот этот мужчина, что он встретил вас на счастье, несмотря на вот эти испытания, которые вы сейчас проходите по повешенному. Еще раз, десятка и двойка здесь повешены. И видите, перемены какие-то идут. Считает ли он вас счастливой звездой? Считает ли он вас путеводной звездой? Маг, да, я скажу так, конечно, больше здесь зависит от мужчины. Здесь именно мужчина-маг, да, здесь мужчина сам может быть путеводной звездой, но он здесь больше не сколько путеводная звезда. Вы как звезда его, как женщина, вы его вдохновляете на творение, как Бога, да, то есть, ну, здесь, давайте я скажу, что да, он воспринимает вас как путеводную звезду или как того человека, который умеет вот быть катализатором всех процессов, абсолютно всех процессов, которыми может управлять маг. А маг, как говорится, да, как мы знаем, управляет абсолютно всеми процессами. Окей. Хорошо, давайте теперь посмотрим, что за неожиданность в его мире происходит. Я все-таки ребенка здесь не хочу толковать как детей, но и посмотрим, может быть, и о ребенке, да, что он думает. Давайте посмотрим, что за неожиданные события происходят в его жизни прямо сейчас. Что за неожиданные события происходят в его жизни прямо сейчас, в эту минуту. Вы знаете, действительно, у него мир, вот вокруг него он полон неожиданностей, да, то есть испытаний, и он никак не влияет на события, которые... Да, он маг, он пробует это делать. Ну, сейчас, вот в этот момент, вот в эту секунду, да, или в ближайший промежуток времени, вы его можете только вдохновлять на то, чтобы он в этом хаосе не потерялся, как говорится, не розгубився українською, да, або не загубився, да, то есть не пропал. По сути, у него что за непредвиденные события? Да какие угодно, да, тут ноль, дурак, хаос, то есть непредвиденные. Где-то, может быть, сам наглупил, где-то, может быть, вляпался в какую-то ерунду, да, то есть
Это вот, знаете, вот просто испытание судьбы действительно, да, вот тут 12, как мы говорили, а 13, кстати, это о смерти, это вот получается такая карта, что, ну, действительно, перед смертью, да, ну, мы не можем противостоять смерти, да, когда она уже приходит, поэтому вот эти испытания, они опасные для него, на самом деле, видите, этот путешественник, он перед такими горами стоит, да, что, ну, смертельная опасность там тоже в этих горах есть, но, смотрите, какие неожиданности любого характера. То есть мы не можем сейчас, тут может быть совершенно абсолютно любой набор от и до, да, то есть вот весь ассортимент, который есть в пространстве вариантов, все от хорошего до плохого, да. То есть он просто вот в кутерьме получается, или в хаосе, или во тьме событий, то есть а событий вокруг него просто тьма, да, и вот за этой тьмой он, может быть, просто пока что пытается хотя бы выйти из тьмы на поверхность, вот на солнце, да, и, возможно, он даже и решает этот вопрос. Окей, то есть управлять своим миром, несмотря ни на что, даже на то, что он вот маг, ему очень нелегко. Окей. Хорошо, а давайте посмотрим, что он думает именно о ребенке, в том контексте, который удобен вам, да, я скажу, а вы себе уже примените. Смотрите, он будет ребенка защищать, обеспечивать, ну как только может, да, тут рыцарь Пентаклей — это очень хорошая карта. К детям он относится, до дітей він ставиться дуже позитивно, це як батько, він би був дуже гарним батьком, да. То есть к детям он относится неплохо, и если бы он был отцом, он бы был неплохим папой, да, вот так. Ну и он будет защищать, и если вдруг вы разошлись с этим человеком или хотели разойтись, да, это смотрят разные у нас категории людей, да, зрителей, то этот человек, ну, будет, если это его ребенок, то он ему будет помогать однозначно. Здесь человек такой, здесь, если речь идет о мужчине, то мужчина достаточно достойный, по идее, должен был бы быть. Ну уж такие карты, если кто-то на мерзавца гадает, то уж извините, сегодня речь идет о каком-то достойном человеке, маг, и здесь и рыцарь Пентаклей прямо, и да вообще очень хорошие комбинации. Окей, давайте смотреть дальше. Теперь я хочу еще спросить к этому ребенку, да, верит ли он вам? Вот видите, как интересно ребенок разворачивается. А я же этого ребенка смотрю не потому, что ребенок — это не всегда наивность, да, а чистота, да, а здесь еще вот видите хаос и служба. То есть насколько он доверяет вам, этот человек, да, в своей голове, в своей душе, в своем сердце. Доверяет ли он вам? Да, он вам доверяет, и больше он рассчитывает. Все-таки вот не обижайтесь, он рассчитывает на себя. Вот здесь мужчина должен быть достаточно самостоятельным. Король жезлов — это, ну, даже если бы от вас что-то зависело, он будет все равно подстраховываться и рассчитывать на себя. Вы знаете, он так привык. Он просто вот привык, может быть, не рассчитывать ни на кого, потому что в мире хаоса, да, ты рассчитывать можешь, по сути, ну, можешь ни на что не рассчитывать на самом деле, да, поэтому этот человек, он умеет управлять как маг, да, всеми стихиями, и, ну, он считает так, ну, подведет меня этот человек, ну, да бог с ним, да, ему бог судья, а я как-то справлюсь здесь, да, я выгребу. Ну, выгребу не в том смысле, что я выгребу все плохое и погребу. Я как-то вот спасусь, да, вот как-то я смогу вырулить ситуацию, да. Управлять все равно я буду своим миром, да, то есть я вам так скажу, что партнер здесь у вас должен быть достаточно сильной, сформированной личностью, что-то между магом и королем, да, и этот человек может быть склонен к власти над собой, над своим миром. И вы знаете, этому человеку ничего, возможно, и не нужно, кроме того, чтобы его мир управлялся именно им. Это очень независимый человек. Может ли он быть манипулятивным? Да, но не злым при этом. То есть это, знаете, как если это маг, то он не злой, да, то есть не черный маг, да, ну как минимум в худшем случае серый, а может быть даже и белый маг, да, потому что король жезлов — это аспект магии, но это больше белая все-таки магия, нежели черная. Окей, хорошо, что он сейчас хочет прояснить? Вот, давайте спросим, что ему сейчас хочется прояснить? Именно прояснить.
Да, действительно, здесь король мечей, и он хочет прояснить. Но он хочет прояснить ситуацию, связанную с агрессией, возможно, с ссорой между вами, если вы поссорились. Он хочет прояснить дела с государством, если вдруг у него есть какие-то проблемы, они могут быть здесь. И, кстати, и ваши ссоры, и проблемы с государством могут быть одновременно. У него здесь проблем по хаосу, да, вот все. Ну и могут быть проблемы с криминалом, может прояснять, и с... Может быть, армия, здесь король мечей, да, структура именно военная. Окей. Ну и все-таки он хочет прояснить какую-то жесткую ситуацию, да, то есть он ее хочет в этой ситуации, да, он хочет как минимум не пострадать и, может быть, даже и хочет как-то и защитить кого-то, ну, как минимум сам защититься, потому что здесь такие обстоятельства могут быть, что ему нужно и самому защищаться. Может быть, ему еще придется защищать кого-то, поскольку здесь власти очень много, это власти, это чистая власть, вот это о власти, то как минимум он хочет прояснить, как ему быть дальше вот именно с властями. Да? Как он, допустим, может быть, там решит какой-то вопрос, который ему долго не дает покоя. Да? Хорошо. Что он хочет прояснить именно о вас, как о партнере или о партнерше? Да? Вот давайте так спросим. А вы знаете, он вас проверяет. Он вас проверяет, он действительно хочет проверить, насколько вы надежны, и он где-то на что-то типа как бы, да, не типа, а как бы закроет глаза и посмотрит, как вы относитесь к таким моментам, как к работе, к деньгам, к бизнесу. Тут 8 пентаклей. Это прежде всего плоды его труда. То есть он проверит, как вы относитесь к плодам его труда, да, то, что он для вас сделал, и как вы можете сами что-то производить, да, то есть, поэтому он вас будет проверять, и проверять это будет вот по земле, смотрите, земля, 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 то есть он вас будет проверять деньгами, какими-то заданиями, какими-то, может быть, моментами, где он будет делать вид, что он чего-то не замечает, не обращает на что-то внимания, да. То есть, например, даст возможность что-то использовать, да, и посмотрит, как вы это используете, и так далее. То есть он будет проверять вас на надежность. Это аспект Тора, да, мы имеем здесь и аспект устойчивости, целеустремленности. То есть он будет испытывать вас, да, и он хочет прояснить, насколько вы действительно целеустремленный человек, вот, насколько вы верите в мечту, в цель, в какую-то, да, в какую-то, может быть, его мечту, да, то есть здесь вот, если смотреть на мужчину, то здесь персонаж в центре солнца, есть король, это очень умный человек, очень заметный, есть много власти, есть много опыта, то есть этот человек очень самодостаточный, и ему партнерша, ну, нужна уже именно вот такая мудрая, зрелая, и он вас будет проверять так, что вы даже, может быть, и не догадаетесь, что вас проверили. Здесь, конечно, не 7 мечей, не хитрость какая-либо, да, и не 5 мечей, это вообще коварная проверка была. Но он вас будет так нагружать, интересно, и будет говорить, ну ты же справишься. Ну ты же справишься, да? Ну ты же сможешь это сделать. Или я в тебя верю, действуй вот так вот таким вот, да, вот. Как бы он будет говорить, или очень уверенно я в тебя верю, действуй, да, или будет говорить, ну ты же справишься, но не так, ну ты же справишься. Он скажет, ну ты же справишься, да, вот так вот, с такой интонацией, да, то есть он будет как бы убедительно это говорить, да? Ну окей. То есть он хочет прояснить, насколько вы умеете вкладываться в ресурс. Но не для того, чтобы у вас что-то взять, а посмотреть, как вы к этому относитесь вообще, да, потому что разные отношения, есть отношения, где, допустим, партнеры требуют, вот ты мне все валишь, а я тебе ничего, я вот просто есть и будь счастлив. Ну, такое тоже бывает, и в пространстве вариантов есть все, но здесь не тот случай. Окей, теперь давайте посмотрим здесь же, да, что он уже понял о вас. Вот что он уже понимает, потому что Водолей — это уже понимание. То есть он это еще проверяет, а что он уже понял, что ему уже ясно. Давайте вот эту. Нет, он пока еще не понял, и он не понимает, что ему не ясно, он не понимает, что он будет делать с вами дальше. 2 мечей. То есть, смотрите,
Вот, наверное, все-таки вот это вот и будет главным испытанием предыдущая карта, да, где он посмотрит, как вы распоряжаетесь ресурсом. Поэтому, что он понял уже о вас, он до конца еще не понял всего. Может ли быть еще испытание какое-то для вас от него? Да. То есть здесь, смотрите, здесь такие моменты, что вы действительно с этим партнером проходите испытания. Не знаю, надо вам, не надо, ваш это расклад, не ваш, но видите, сейчас будет самое интересное. Давайте посмотрим, как скоро может быть встреча с этим человеком, насколько скоро может быть встреча. Пока скорость встречи, давайте посмотрим. Ну, 9 месяц у нас уже прошел, Скорпион тоже прошел, ноябрь месяц прошел, да. Все зависит от мужчины. То есть, смотрите, здесь зависит от успеха мужчины в тех делах, проблемы которых он сейчас решает, да, то есть нету конкретики здесь по 9 кубков, а конкретика в том, что, ну, то есть в датах, да, в каких-то четких, да, можете посмотреть классическое толкование этой карты и посмотреть, когда именно. Но у нас краткосрочная перспектива, то есть в самой краткосрочной перспективе этот аркан говорит о том, что когда мужчина разгребется, да, как минимум мужчина здесь, я еще раз говорю, что все от мужчины зависит здесь, разгребется со своими делами, проблемами, и когда он будет спокоен и стабилен, статичен, тогда он просто вот откроется душой, давайте так, да, то есть встреча состоится, как только он сможет себе это позволить, все. То есть, когда он почувствует, что проблемы решены, его проблемы. Еще раз не путайте проблемы ваших отношений с его проблемой. Ваши отношения и его проблемы — это две разных здесь стихии, абсолютно, да. Окей. Давайте посмотрим дальше. И сейчас я хочу спросить, а хочет ли он этой встречи? Давайте спросим. Вот если есть здесь партнеры, которые не уверены в том, что хочет партнер встречи, не хочет, окей? Хочет ли он встречи? Непонятно здесь, и здесь может быть ему сейчас, я вам так скажу честно, и не до встречи. Может быть даже ситуация, где он на грани выживания. То, что я вам говорю, еще раз, 13-го аркана смерти нет, но вот здесь вертикаль 13 дает, и она первая. И у него сейчас первичная задача выйти из состояния повешенного, 12 вот эти две карты, и 13 вот этот аркан смерти. Поэтому вот он и ресурсирует, да, то есть в себя. Полный ресурс в себя и борьба, ну как бы не борьба с хаосом бесполезно бороться. То есть он пытается выплыть, да, то есть он пытается не утонуть, не пропасть, не погибнуть, не потерять себя в потоке, да, вот это вот, чтобы себя в потоке не потерять. Вот я повторяюсь, вчера это была фраза, да, точно так же и здесь. Но здесь такая же комбинация, да, то есть он должен быть сильным и он должен управлять собою в хаосе, понимаете, и четко понимать это. И придет время, да, может быть сейчас это и есть для вас испытанием, и есть для вас этой проверкой на вашу крепкость, да? Как вы распоряжаетесь своим ресурсом, своим женским, например, качеством, умением поддержать, да, или умением выжидать, или умением быть надежным партнером, или верным партнером. Окей? То есть, ну, по сути, ну, ему не до встречи сейчас, да, то есть Луна, может быть что-то на душе, если у вас более какая-то классическая ситуация, да, может ли, вы спросите, может ли на его душу влиять женщина, да, ну, здесь по этой комбинации может. Но мы здесь так, как бы не треугольник смотрим, а смотрим вот состояние человека, партнера, да. Окей, хорошо. Что ему может вот помешать прямо, или самое большое препятствие для встречи с вами, или для того, чтобы, ну, он с вами там переписывался, коммуницировал как-то, да, позвонил, да, что ему мешает вам написать, например, или сесть в автомобиль и приехать? Ну, тут все дела. Шестерка пентаклей. То есть, смотрите, бизнес, его ситуации. Ну, единственное, что у него может быть банально, нету денег, да, вот он полностью обанкрочен. Вот этот момент у него может быть такой, да. Но здесь все-таки вот это не то, что он не хочет, это он в обстоятельствах в таких, да, вот он сейчас находится в такой ситуации, где ему бы кто помог, да. А тут еще и вы, да, и вот сейчас вот что чувствуете, поставьте на паузу и напишите на шестерке пентаклей я почувствовал или почувствовала что, и там, ну, как вам.
То есть, может быть, если вам станет легче, то это значит, мы проработали с вами что? Невротическое состояние, да, тревог, да, по какому-то поводу, психоз. Окей, пусть уходит психоз. Но здесь, знаете как, что ему мешает? Все-таки вот где-то распоряжение, он во власти других обстоятельств, он во власти материального мира, противостоять которому он может только, если будет грамотно распоряжаться своими ресурсами. Поэтому его голова болит, вот если перевести на простой язык, да, человеческий или земной, у него голова болит о том, чтобы сейчас выкрутиться все, чтобы устаканить, как говорится, да, уравновесить по весам эту землю под собой, потому что он, естественно, и под ногами не чувствует земли сейчас, понимаете? Окей, давайте так скажем. Что он, или как он будет действовать, как он будет выкручиваться в этой ситуации, что он будет делать, как он будет себя вести. Здесь 5 кубков, он будет действовать так, чтобы не повторять ошибок прошлого. Учитывая то, что персонаж нам попался очень-очень такой серьезный, я очень не верю, что этот человек сорвется в какой-то психоз. И учитывая то, что эта карта отметает какие-то проблемы прошлого для того, чтобы двигаться вперед, он будет, смотрите, он не будет унывать ни в коем случае по этой карте и сделает все, чтобы как минимум он радовался жизни. И, возможно, тот, кого он любит, особенно раньше любил, да, в прошлом, чтобы этому человеку тоже было не грустно, потому что следующая карта у нас 6 кубков. 6 кубков — это радость в любви. Причем эта любовь имеет оттенок прошлого, понимаете? То есть, как он решил действовать? Он сказал так. Чему быть, того не миновать. Здесь дурак управляет этим всем раскладом, он у нас почти в центре. Хотя здесь и мужчина не дурак, я вам так скажу, водолей. Смотрите, дурак — это сила, а мужчина тут не дурак. Поэтому он будет действовать так, чтобы не повторять ошибок прошлого. Это очень осторожный человек, очень опытный человек. И да, здесь не выпала еще раз 7, да, где там хитрость какая-то, подлость или там 5, да. А здесь именно вот он будет действовать так, чтобы не вляпаться в прошлое. Вот имейте в виду, не вляпаться ни в коем случае. Окей, а давайте посмотрим, в чем суть для него, да, вот ключа, да, то есть как он будет проявляться именно, да, не как он действовать будет, а как он будет проявляться именно к вам, да. Давайте посмотрим, как он к вам будет проявляться. Да что ж мне, вот я, кто следит, да, за этими раскладами, которые последние, да, вот выпадает уже там, по-моему, 3. Вот кто более внимательно смотрит, напишите в комментариях мне, сколько тут уже императоров у меня за последнее время выпало. В длинных раскладах, я не говорю о коротких. Так вот, смотрите, он будет вам проявляться как настоящий император. Поэтому, скорее всего, если вы чувствуете, еще раз, если вы чувствуете, здесь есть и луна, и свет, что вот вы пришли погадать на серьезного для вас мужчину, то он может быть для вас серьезным. Но с этим мужчиной вам нужно не торопиться, нужно уметь выжидать, нужно быть не глупой. Тут 2 водолея выпадает. Здесь мужчина не дурак, да, водолей. Так и на женщину выпадает звезда, тоже аспект водолея, если что, на всякий случай, да, знаете эту карту прекрасно. Поэтому он будет вести себя как настоящий мужчина, и, знаете, это такой, вот эта карта, это альфач такой, да, вот там, эй ты, иди сюда, сейчас я тебя за волосы буду тянуть, да, вот, поэтому, как он себя поведет по отношению к вам? Здесь как настоящий мужчина должен повести. Хотя еще раз говорю, что никто вам ничего не должен. Скорее всего, это так будет по этой карте, в этом раскладе. Окей. И давайте смотреть, что этот мужчина несет в вашу жизнь. Вот это Юпитер, да, то есть он как-то расширяет ее. Но это еще и форма, то есть что в результате вы получаете, да, вот давайте спросим вот так. Что в результате вы получите? Вот. Как говорится, ожидание, реальность. Это неплохая карта, хотя, в ней есть тоже все и хорошее, и плохое. Это тень дьявола, как говорится, да, или предбанник дьявола.
Смотрите, что вы получите? Вы в итоге получите искусство или компромисс. То есть, что несет этот человек к вам. То есть, будет удобно и ему, и вам. Но для вас чем это хорошо? Да? То есть в вас он откроет некое качество, которое вы либо не принимаете в себе, это дьявол, да, следующее это тень, то есть этот человек может открыть в вас вашу тень, познакомить вас с ней, и возможно в процессе вы научитесь этой тенью правильно управлять, и это правильное управление вашей тенью приведет вас к открытию вашего таланта, искусства или дара, которое в конечном итоге вы используете на практике не только в отношениях с этим человеком, да, мужчиной, женщиной, но и, возможно, просто будете реализовывать ее в своем новом мире. Давайте спросим у карт Таро, что это за отношения, как они выглядят, да, вот с точки зрения высших сил, да. Ну и здесь двойка жезлов, это, давайте так скажем, по сути, сейчас, вот как можно назвать эти отношения, да, которые у вас между этим человеком, мужчиной и женщиной. Смотрите, здесь мужчина имеет власть над вами на самом деле, но для того, чтобы ваша жизнь с ним начала реализовываться, он должен справиться с тем, что он не закрыл в прошлой жизни. Это, знаете, как он не закрыл гештальты, и пока он не закроет свои гештальты, да, условно, да, ваша реальность развиваться не будет, пока она будет на паузе, вот в этом повешенном, вот в этой 13-м аркане, 12-м, который мы находили вот здесь с вами, 12, 13, 10, 2 и 1. То есть, по сути, если дать название этим отношениям, то это привет из прошлого. Или бумеранги прошлого догоняют мужчину, но они влияют и на вас. Давайте так скажем. Если вдруг вы думаете, конец это или пауза, да, давайте посмотрим с этой точки зрения, потому что здесь на паузу похоже на затяжную. Нет, это как минимум это пауза, здесь должно быть продолжение. Король Пентаклей это ресурс, и здесь не просто так мужчина смотрит, как он располагает ресурсом и распоряжается, и вы там, да, как вы умеете ресурсами своими, да, что принадлежит вам, что ему, как это все будет переплетаться в новой материи, да, то есть, поэтому нет, это не конец, это пауза, и здесь, ну, как... за эти ресурсы еще стоит бороться, давайте так скажем, да, потому что повешенный это иногда борьба. Будете ли вы вместе по итогу? Рыцарь кубков, если сможете пройти через свои чувства, это прежде всего, да, чувства, испытания дружбы, испытания верностью и испытания обстоятельств, которыми наполнен этот расклад благодаря дураку. И эти обстоятельства действительно формируют темный хаос. Это рыбы, а это все. И здесь, знаете, да, вы будете вместе, если позволите хаосу вас и его медленным течением или медленным водоворотом перемешивать вас и вашего партнера и делать из этого по-настоящему уникальный коктейль, по сути, искусством которого или испитием искусства которого вы станете другой личностью. И, возможно, этот расклад был сегодня о родственних душах. Світла вам та вашому Всесвітові. Бережіть себе, кохайте себе та Всесвіти, які оточують вас. І наостанок Паш вогню каже про те, що для вас розпочинається нова сторінка стосунків з цим партнером. Скористайтесь цим шансом, і в мене таке відчуття, що ви не пожалкуєте. От побачите. Лишайтесь на зв'язку і до зустрічі. Па-па.